Распаковка по кайфу. Матку кухонную. Нифига себе. Объемчики. Я не люблю особо чеснок. Там-да-дам, бабам-бабам. Вот наш новый телевизор. Все продумано. Нет. Думал, на следующем отпуском нам подкинули идеи прикольные. Мы даже поменяли свои планы. По всей Польше были митинги антимигрантские. Неприятно было. А это люди довольно агрессивные в целом. Вообще, насколько много людей голосовало за Брауна. Итак, начнем. Распаковка по кайфу. Мы давно ничего не распаковывали. Мы же самые частые покупатели с Allegro. Мы постоянно там что-то заказываем. Особенно когда зарплата. Ну что, пошла коробочка. Она большая. Да, вы посмотрите, мы с Сашей просто готовимся к съемкам. Прикольно. Значит, это мы заказали из Allegro. Мы вообще, как мы уже говорили в 1000 раз, мы любим ходить за продуктами, но только за продуктами. Например, в магазине очень выгодно покупать приправы. И мы уже не первый раз приправы заказываем с Allegro. Кстати, мы очень советуем Allegro. И можно, кстати, там, если часто заказываешь, то можно купить себе смарт доставку такую. Окупается за 3-4 раза. Но если вы часто что-то заказываете. Если нет, то она вам, наверное, и не нужна. Но можно купить. Просто на Allegro есть все. Есть подарочные карты, которые можно купить с кэшбэком. Да. Подарочные карты мы покупаем тоже на сайте Alerabat. Там помимо этих подарочных карт, там 1,5% сразу же возвращается денег. Например, покупки на Allegro делаешь там на 200 злотых, покупаешь за 200 злотых подарочную карту и получаешь там сколько? 3 злотых моментально обратно, и потом еще и кэшбэк дополнительный есть. Короче, Allegro и Alerabat вместе Это хорошо ты, работают. Ты этими подарочными картами пользуешься, когда мы ходим в магазин Kaufland? Ну, в Ну. Kaufland тоже есть, тоже с кэшбэком. Короче, если вы любите экономить, экономьте с нами, мы вам подскажем. Вот все, что Саша сказал. Пользуйтесь этим обязательно. Ну, много где есть подарочные карты, в каких магазинах, и их можно купить и получить там пару процентов обратно. Долгожданная распаковка. Это что? Это Чеснок, что ли, га? Да, Матку кухонную. Нифига себе. объемчики. Я не люблю особо чеснок. Но иногда его как будто, нужно куда-то добавить, но я же думаю, Годовой что его... запас. Сколько здесь? 500 грамм! Ну, просто покупать по 5, по 8 грамм, оно стоит раза в 2 дороже, 500 грамм стоит. Об этом мы и говорили, что мы любим ходить в магазин, но если там что-то невыгодно, то там обычно, сколько, по 6, по 10 до грамм. 10 грамм, мне Да. кажется. Я так свистнула, потому что я в этих накладках. Мне надо в день в них ходить 4 часа. Раз я сейчас ничего не буду есть и ничего не буду пить, поэтому надела накладки. Ну не об Да. этом, ребят. Я просто офигела. Это, то есть вот это 500 грамм чеснока, а вот это 500 грамм сушеного укропа. То есть это в 2 раза больше упаковка. Просто он легче. Капец. А почему он такой мелкий? Просто я укроп добавляю везде. И мы постоянно покупаем эти маленькие упаковки, и там по 6, даже 10 грамм нету. Я говорю, Саша, мне надоело, давай закажем нормальное количество укропа. И вот 500 грамм укропа. Причем это стоит там, может, 15 злотых. Нет, А покупать вот по 5-6 грамм, Значит, укроп сушеный 500 грамм стоит 16,90. Ну, это вообще копейки. ну это как 30 грамм купить в магазине. Чеснок 16,90 тоже. Чеснок столько же стоит. Ого-го! Нифига себе. Это сушеные томаты. Мгм. А вот это сушеные томаты. Ну, это 250 грамм. Круто. В мяско добавлять. Куда-нибудь какую-нибудь зажарочку. Это стоит, ребзя, до 250 грамм. Ля-ля-ля. 11,80. Ну это очень дешево. No. Есть такая вот эта приправа, сушеные томаты, зеленью, там, чесноком. Там тоже ее, там, может, до 11 грамм. И
тоже она стоит где-то в районе, может, 4 злотых, 5. Ну, короче, вот это выгоднее намного. И выгоднее и вкуснее. Мы уже не первый раз заказываем приправы. В прошлый раз мы заказывали вот такие вот в банках. Ну, их удобно и хранить. Тут тоже вот, получается, базилик и помидор, томат сушеный. Я ее обожаю, это моя самая любимая приправа. И она немножко соленая, мне кажется, и чесноком. Но ее уже очень мало, видите. Потом это бульон, ну такой для супа, мне нравится куриный бульон. И хороший состав. Это паприка сладкая, но ее я меньше всего использую. Но ее просто Это не так много копченая нужно. именно. А, да, копченая, да. Но она не везде подходит, но Мгм. вкусно. Её меньше. А вот, и моя любимая приправа для курицы. Я тоже, видите, тоже использую много. И тут везде по сколько грамм? По 500 грамм. Очень удобно. Ну, короче, на Allegro. Там даже копченая скумбрия есть. То есть все что угодно можно найти. У нас тут на днях просто взял и отключился наш телевизор. Вот видно, ничего нет. И наш супер хозяин. У нас, правда, очень хороший хозяин. И, ну, вот этой квартиры. Вообще хозяин и его жена. Вообще они такие классные. Если что-то случается в этой квартире, а бывает такое, что, к сожалению, что-то случается, и они наши соседи, они живут в соседнем доме. И вот если что-то случается, они всегда такие очень... Не знаю, ответственные, очень приветливые, милые такие. Всегда можно с ними как бы Договор, договориться. там, ну, Да. У нас там надо было переподписать контракт, он сам все распечатал, Мгм. приехал. Всегда придет, Что-то поможет. И всегда отвечает очень быстро. Нет Быстро, такого, да. что ты ждешь у него И СМС очень через 3 дня. пунктуальный. Вот он написал, будем ли мы дома Мгм. после 5, и в 5:01 он уже Но он сказал, после 5. И да, и он, ну, классный, короче, не знаю, тут с Они ним... такие, Они молодые, просто такие молодые, продвинутые, современные, умные да. люди. Ну, в общем-то, мы им написали, Заработали на что... 2 квартиры. Но мы за них очень рады. Бережем эту квартиру тоже всегда очень аккуратно. Ну, тем более, тут что тут можно испортить? Ну, тем более, кстати, они разрешили тут жить с собакой. Мы им лично, помню, писали, ну, когда Да, искали я квартиру, Сразу. мы прислали... А с таким пирожочком можно? И они сказали, ну, вам повезло, потому что у нас сын любит собак. Раньше мы не сдавали с собаками, но они, конечно, задали такие вопросы. Собака ваша портит мебель или нет? Всякие такие вопросы. Мы говорим, вы что, посмотрите на эти пирожочки, посмотрите в эти глаза. Хорошо воспитанная собака. В общем-то, мы так долго... Ну, в общем-то, у нас сломался этот наш телевизор. Мы ему написали. Мы ему дали 20, поэтому Да. неудивительно. Мы ему написали и... Та-дам, бабам, там дадам, бабам, бабам. Вот наш новый телевизор. Вот он только что принес. Прошло 2 дня с того момента, как мы написали, что у нас сломался телевизор. Какой-то новый Samsung, но он у нас не спрашивал, какой именно. Было бы странно, Ну да, да, в свою квартиру спрашивать. Кстати, из Беларуси мы ему подготовили сладости. Он так в шоке был, что мы угостили сладостями. Белорус сказал, мне точно? Ну, всегда хочется, знаете, угостить хороших людей какими-нибудь вкусняшками. Ну и, в принципе, все. Готово. Только вот тут, ну, это... Не знаю, ну это было, может, от старого телевизора такие пятнышки, может, они как-то отмоются, не знаю. Постараюсь еще, может, меланиновой губкой потереть. А распаковка будет? Ну тут вот. Сколько дней? О, Сашка. Знаете, вот этот unpacking. Он реально как зеркало выглядит. Samsung этот. Оп. А тот наш старый телевизор, он сказал, что отвезет и утилизирует его. Ёптель-моптель. Это, наверное, плохо, да, сделано? Надо протереть еще раз экран. Не надо. Посмотрите. Все продумано. Ой. Все продумано. Нет. Это вот только уголок. Только этот уголок? Да, тут, слава богу, есть эта защитная пленка. Я что-то на секунду испугалась. Потому что я
Мы когда доставали телевизор, то я вот здесь вот взяла рукой. А потом поняла, что, блин, как можно лапать. Hi, hola, Pedro. На каком будет? На польском? На русском? Не знаю, можно на польском. Это выкинем лес, да? Даже выкинем. Хотя не, может, по гарантии. Ладно, еще оставим. Я это уже выкину. Угу. Русского нету, да? Есть болгарский, наверное, или какой сербский. А нам русский. Или вот тут выше. Русского нету. Русского нету. Вот такой евро-телек. Куча языков, здравия. Сколько денег Ну, часть. нужно? Всем привет на новой работе. Я уже закончила, убираю кабинет. Сегодня работала по полудню на вторую смену. В принципе, неплохо. Может быть, привыкаю. Все лучше и лучше. Много чего, конечно, было так неизвестного в плане даже где что лежит. Нужно привыкнуть, как, знаете, там работа элементарно с врачом и так далее. Короче, сложновато было. Сейчас уже легче. Плюс я еще делаю панораму сама. Я раньше никогда не делала. Покажу вам немножко кабинет. Тут вот есть микроскоп. Тут мы делаем и эндо, и протетика, и хирургию, и все. Вот. Осталось там сак вложить. Здесь еще такое можно сделать одного зуба. Тут я уже на утро, на завтра собираю. Пожалуйста, мы должны еще и убирать смети, мусор. А что делать? Надо. Всем прогулочный привет. Да, тут ходим, гуляем, обсуждаем. Ходим возле дома. У нас тут возле дома, пожалуйста, завод. Заправка. Заправка. Заброшена. Но она не заброшена. Она выглядит заброшенной, но она работает. Там иногда очень хорошие цены на бензин. Но мы там еще никогда не заправлялись. Ну, как-то, не знаю, она так Мы выглядит. пользуемся скидками очень, на других да. станциях. И довольно выгодно получается. Ну и вот в итоге мы обсуждаем, гуляем. Думаем над следующим отпуском, потому что под прошлым видео про Мальборг и Торунь нам подкинули идей прикольных. Спасибочки. И, ну да, большое спасибо, потому что мы даже поменяли свои планы. Изначальный план был поехать в Карканоше в сентябре, а сейчас мы уже думаем все поменять и ехать. Ну, как бы все началось с комментариев про замок в Ланцуте и в Козловке. И как бы на основе этого сейчас уже вырисовывается такой план. Ну, поехать где-то на недельку по двум воеводствам, Подкарпатске и Любельске. Ну, вот кроме этих двух замков еще заинтересовало, что нас. Ну, начнем, еще там Бещады есть. Пока думаем, где именно, что посетить. Люблин, Жешув, Замость, Казимирш Дольный. Это, короче, бы на недельку. И Скансен в Саноку еще вот, я пометил. Так что опять же ждем комментариев, если какие-то еще места, которые, может, не такие известные, потому что, ну, как бы тоже классные, да. просто сидеть искать там в гугле или по карте тоже не все интересное найдется. И вот особенно в Бещадах мы еще не знаем, куда похайкать. Так что будем рады рекомендациям. Да. Запланировать до конца свой маршрут. И в сентябре поедем опять на машине. Где-то на недельку, мы думаем. Обсматривать. Ну, без чупика опять. Мы планировали с чупсика, но потом опять поняли, что мы пойдем по замкам. В Скансен нас точно Парк не пустят. Народовый. Ну да, если мы поехали на 2 дня, то мы, понятно, бы поехали с чупсиком. Ну даже если мы поехали на 2 дня, ну вот как мы ездили в Мальборг, ну там нельзя внутрь с собаками. Ну куда мы его возьмем? Ехать 6 часов, чтобы не побыть внутри Мальборга, ну глупости. Поэтому чупсик опять не судьба ему. Поэтому он опять, ребята, будет у петитора. Еще есть одна тема для обсуждения. Потому что вчера по всей Польше были митинги антимигрантские. Ну, как бы, ну, не то чтобы сильно следили за этими новостями, но как-то неприятно было. Хотя, ну, вроде как там направленность больше
на нелегальных мигрантов Мгм. как бы из стран там Африки, наверное, или каких-то более беженцев со стороны Германии, которых хотят выслать или что-то такое, потому что там ввели же контроль усиленный на границе. Мгм. Но в любом случае было неприятно немножко как бы Ну видеть, да, мы же тоже насколько, как бы мигранты. насколько это массово. И вот мне попалось на ютубе видео в Катовицах. Это огромное шествие футбольных фанатов. Ну, а это люди довольно агрессивные в целом. И насколько их поддерживали в комментариях, причем Мгм. какие-то люди старшие. Ну, как-то вот интересная тенденция. Ну так да, сказать. интересно, это против людей Против русскоговорящих? всех, мне Или это кажется. уже и против всех? Потому что, ну, честно говоря, мы ни с чем таким не сталкиваемся. Ну, конкретно с Ну, нами, да, проблем Вообще никогда. нет. Плюс мы работаем уже столько... Мы сразу приехали, мы стали работать с поляками, и у нас был еще хуже польский, и все как-то терпеливо и брали нас на работу, и мы квартиры снимали. Ну, короче, делали все дела. Это тоже мы делали с не очень таким польским, понятно. Но все были как-то терпеливы, и все было нормально. А сейчас какой-то бум, что-то взорвалось. Ну, сейчас Накипело. настроение Да. очень серьезное. Мы можем понять, потому что здесь везде сейчас дублируется польский, русский, это украинский и какой-то еще. И, ну, английский, Ну, понятно, немецкий, да. английский. Немецкий, английский. Это тоже, наверное, своего рода немножко так подстрекает поляков. Ну, очень возможно. И идешь по улице, большее количество людей будет говорить на русском, наверное, чем на польском. Ну, и Ну, уже в слух каких-то режет. местах есть. Слух режет, да. Но очень вот эти радикальные настроения откуда-то Мгм. кто-то раздувает. Вот эта вот конфедерация в основном, я так понимаю. Я был в шоке вообще, насколько много людей голосовало за Брауна. Ну, Человека с такими выходками. Ну, насколько ну, я тоже насколько была в надо шоке. ненавидеть Мгм. приезжих, чтобы идти голосовать за такого человека. Либо это уже какие-то давние настроения. Ну, то есть люди с такой позиции. Ну ладно, это уже такие вопросы более политические. В целом выборы прошли, конечно, Не так, как мы ожидали. интересно. Да, мы были в Да. Турции и немножко Мы офигели от результата. Мы когда узнали результат, мы чего? Понятное дело, что решать не нам, потому что мы не имеем права голосовать пока что. Скоро уже имеем право. Короче, этот жрун появился в камере, потому что он тут стоит внизу, а мы стоим в траве. Ребята, он сожрал всю траву, а потом будет тошнить. Так что я его взяла на руки. Так вот, понятное дело, что мы не можем голосовать пока что, но когда сможем, Может быть, уже поздно. ну хотя да, может быть уже поздно. Ну что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать. Это вообще не наша страна, мы приезжие, ля-ля-ля, тополя. Но мы же тоже, у Но нас же мы тоже есть остаемся своё и мнение, планируем да. и дальше оставаться, и хотим тоже комфортной страны Мгм. для жизни и в целом, чтобы, ну, Чтобы- интересы учитывались Всех. как бы, ну, Да. в идеале всех. Ну это вообще, И это чтобы такого не все бывает. жили спокойно, в Мгм. комфорте, в дружбе. Да. Ну, понятно, что ситуация разная. Но в целом всегда в конечном итоге все зависит от конкретных людей. И неважно, ты мигрант, не иммигрант. Если ты хорошо себя ведешь, относишься ко всем Мгм. окружающим, то, ну, мало кто к тебе будет изначально относиться Я плохо. согласна. А если ты ходишь, орешь, там, не знаю, Мгм. пьешь или дерешься, то понятно, что кем бы ты ни был, к тебе будет другое отношение и негативное изначально. Поэтому, как бы, ну, мы не сталкивались с плохим отношением, потому что мы, как бы, его тоже не распространяем от себя. Да, Мы да, всегда с уважением, со всеми делами, и к нам тоже всегда, с уважением. ну, и на работе, Мгм. и везде, и в каких-то там официальных Мгм. учреждениях никогда не было негатива или там нам отказывали в чем-то. Мы все свои дела в основном делали. Были моменты, что нам там пытались в ужондах каких-то что-то отказать. ну всегда можно это не мелочи. из-за Это не из-за того, нашего что статуса, мы- а из-за того, что там такие сотрудники. В Ну там целом, бывает, так хамят сами везде. поляки жалуются на сотрудников Ну да. ужондов. Там, Это все равно это паспортные мелочь, я дела это даже какие-то. не считаю. Это просто им иногда не хочется делать свою работу. Ну это везде, слушай, в любой работе иногда не хочется делать свою работу. Это как бы ничего страшного. Но, короче, я думаю, что нужно заключить Ну, тем, что Вывод. нужно относиться к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Будьте людьми. Будьте И всем людьми. будет приятнее жить.
Да. Ну что, опять? Опять эти коробки? Да сколько можно? Вы в магазин сами ходить будете? Своими руками, своими ногами. Но Вопрос тут же не то, что назрели. продается в обычном магазине. Угу. Поэтому у нас частые распаковки. Баблшоп, между прочим. Между прочим, мы сейчас такое придумали. Вы офигеете. Если еще до сих пор не поставили лайк, пока Сашка делает распаковку, то мы обиделись. Да, Сашка? Потому что это очень интересная распаковка. Вообще у нас не бывает неинтересных распаковок. Мы вообще выбираем самые лучшие из лучших, чтобы вам показать. Ну и вообще уже понаглею дальше. И даже попрошу вас подписаться, если вы еще не подписаны. Подпишитесь, пожалуйста, умоляю. Давай. Че у тебя там? Мед желтый. Какое-то желе, ну не видно бульбуля, Катя. Короче, ребята, не видно вообще, я сама их не... А, ну вот, видно. Это такие, это, короче, наполнитель для bubble tea со вкусом манго. Это такие, ну, не знаю, такие кружочки, бульбулки такие, ну вот так вот видно, они в сиропе. Нам, короче, мы когда-то давно пробовали bubble tea, уже очень давно. И вдруг мы вспомнили, на Allegro лазили и увидели, что вот такие бурбалки вот эти вот продаются. Ну, И Саша говорит, давай закажем, будем сами делать bubble tea. пока Ну давай. сезон. Ну. Ну, у нас много разных чаев. Нам же матча мало есть. сахара в организме. Ну давай. Ну и, в общем-то, Саша заказал 3 или 4? 3 вида. А тут еще что-то я чувствую. Манго. Больше ничего полезного. Бжесковина это этот персик. И трускавка. Так, хорошо, вторую коробку. Ревизоров поднялся. Да? Постриженный, красивый. 1000 кучеряшек. Ушки любимые наши. Ну, и тут по классике. Тут по классике, ребят. Это для будущих сушей домашних. Тут 50 нориков. То есть 100. Ну, 50 в одной упаковке, 50 в другой. И кимчи. Целая упаковка. А, это вот, кстати, как же этот? Имбирь. Во. Имбирь. Соевый соус. Дайте понюхать шабаки. Да, понюхали. И удобненько. сколько там? 20 штук или 30? 20. 20 штук кимчи. Блок. Блок. Это наша самая любимая лапша корейская. Вот это вот кимча. С этой кимчой. Вот эти пакетики. Она стоила злотый 90. по-моему. Представляете? Какая Саша нашел на скидке? Ну, злотый 90 это невероятная цена. Нет? Они обычно по 6, по 5, а тут злотый 90. Там то ли срок годности заканчивался, да? Сейчас узнаем. Что там? Ну, мне кажется, они могут... А что с ними станут? Это же... Ой, это же сублимированная продукция, с ней ничего не станет. Давайте посмотрим. Найдем. Ну, мы не съедим это до конца августа, но я думаю, за месяца 2-3 мы раз в неделю можем, а то и 2 раза в неделю съесть. Вот такая распаковка. А, еще не все. И еще нам вчера пришла интересная посылка, но мы не распаковали, поэтому сейчас вам покажем, что там было. Это в продолжение к этому чаю. Это, короче, тапиока. Сашка уже сегодня варил. Что скажешь? Я еще не пробовала на вкус. Ну, она в сахарном сиропе таком готовится. Ну, какой-то крахмал, не знаю. Сашка вчера вечером варил, на ночь оставил и утром еще, да, доваривал. Угу. Вот. И к этому всему Сашка заказала вот такие трубочки. Можешь достать? Такие трубочки, чтобы пролезали вот эти всякие штучки. Тапиока, типа. Или вот эти бульбульки. Но они как бы толстые. Узковато. И написано, что для bubble tea. Но нет. Они узковаты. Ну, посмотрим. Сейчас мы сделаем полноценно. Вроде да. Давай покажем для сравнения. У нас же есть точно такая, только Ну, тоньше. понятно, что это... О, попросила Сашку принести трубочки. У нас есть такая же вот обычная, прям соломинка. Посмотрите, какая она тоненькая. И вот такая толстенная.
Не знаю. Ты же сказал, что тапиока плохо проходит. Ну да. Надеюсь, хотя бы кульки пролезут. Не знаю, ну жалко, будто купили, и ничего не пролезет, блин. На днях снимали распаковку Bubble Tea, и вот мы уже попробовали этот Bubble Tea, и оказалось очень вкусно. Решили показать, как мы его делаем. Ну, в принципе, ничего сложного. Главный ингредиент — это бабл, вот эти вот бульбульки, кружочки. Боба, Да, кульки, как их Кульки. только не называют. бобы. Но тапиока нам не зашла. Да, это вообще отвратительно. Тапиока не наш. Ну, не отвратительно. Нет, отвратительно. Просто она, если постоит, то, наверное, она вообще Да. какая-то такая. Короче, нам не очень. Ну, сладкий крахмал Надо какой-то на вкус. приготовленный использовать сразу. Но вот эти кульки, там получается какой-то то ли сок, то ли какой-то сироп внутри. Ну да, это внутри, Мгм. ну там сок с сахаром, ну типа сироп. Угу. И вот такие толстые трубочки нужно. И, короче, еще подготовить сам зеленый чай. Мы его в холодильнике держим, он Вообще холодный. это же делается с чем угодно. Хоть с кофе, с матчей, чай, черный чай, зеленый, холодный, теплый. М. Что кому нравится. Ну просто вот эти как бы с соком, они именно с зеленым чаем лучше всего. Ну, как бы с молочными напитками, мне кажется, не очень. Не, я даже не, была, Это не больше пробовала с бы. тапиокой такое. Тишка добавляет чуть-чуть. Там по ложечке такого вкуса. Ну мне ложечку-то надо. Мне больше не надо. Так я вот. Ты так... я думала, ты в этот же стакан. У нас Как икра. 3 вида, ну мы пока. Мы открыли только 2. Они так прикольно, когда попадаются вот эти бульбульки. Они так лопаются во рту, и сок Ещё такой есть попадает. сироп. И мы добавляем немножко сиропа, ну, чтобы был более яркий такой вкус. Ну, и чуть-чуть слаще. И По всё. желанию, лёд. Да. Ну, это как хотите. Сам чаек добавляем. У нас просто обычный зеленый. Ну это необычно. Тайвань. Тайваньский. Необычный, ребят. Поправил меню. И вот такие трубочки. Оп. Но мы немного, потому что он сладкий. Но его прикольно много пить. Но из-за того, что там же сахар, сладость, как-то чувствуешь себя не очень, когда много Лучше сахара по чуть-чуть. употребляешь. Лучше, да, по чуть-чуть. Ну и вот и все. Классно. Будем прощаться. Ну да, до новых встреч. До новых встреч. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки. Подобайки. Будем Готовить новое следующее видео по возможности. И пока-пока. пока.